Добрый день, с вами Наталья Рожнова, вы на канале Натали Той Джой. Я продолжаю цикл видео по вязанию игрушек малыши-пухляши на основе одной схемы. Мы с вами связали уже мышек, кошечек и зайчиков из этой серии, а сегодня я хочу вам показать двух медвежат. Оба они темно-коричневого цвета. Медвежонок-мальчик в желтом свитере, а медвежонок-девочка в желтом платьице. В этом видео я вам покажу, как вяжутся только отличительные детали именно для мишек. Это ушки и хвостик, а также как пришить эти детали к игрушке и оформить мордочку, вышить носик и ротик. А как связать тело и одежду для них вы можете посмотреть в мастер-классе про мышек-пышек. В первой части я подробно показала и рассказала, как связать тело, как ввязать в него ручки и вставить глазки. А во второй части я довязала одежду, платье для девочки и свитер для мальчика. Ссылки на обе части я оставлю под видео. Тело и одежда медвежат полностью идентичны телу и одежде мышек, за исключением цветов и наименования пряжи. Для мишек я использовала акриловую пряжу, но не Yarn Art Elite, а Yarn Art Baby. По толщине нитки одинаковые, поэтому разницы в размерах готовых игрушек нет. Итак, приступим! Как вязать медвежат, я покажу на примере девочки. Я заранее связала тело и платье. Для платья я использовала два цвета. Основной цвет светло-желтый, а последний ряд юбки и воротничок платья я вязала пряжей темно-желтого цвета, чтобы получился контраст и платье было красивее. Цвет тела игрушки темно-коричневый. Он, как и черный цвет, очень плохо виден при съемке. Совсем не просматриваются петли. Но все детали вяжутся довольно просто, поэтому должно быть все понятно. Сначала займемся ушками. Одно я уже подготовила. Вот такое оно. Свяжем второе ушко вместе. Берем пряжу основного цвета, у меня это темно-коричневая, и крючок 2 мм. Первый ряд 6 столбиков без накидов, кольцо амигуруми. Накидываем пряжу на палец, набираем одну воздушную петлю и провязываем в кольцо 6 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6. Стягиваем кольцо так, чтобы не было отверстия. И вяжем второй ряд 6 прибавок, то есть в каждую петлю предыдущего ряда провязываем по 2 столбика без накида. Третий ряд 3 столбика без накида, 1 прибавка, повторить 3 раза. И вяжем 3 ряда по 15 столбиков без накида в каждом. В конце делаем один соединительный столбик. Все, ушко связали. Обрезаем ниточку, оставляя хвостик для пришивания этой детали к телу игрушки. Вот такое ушко у нас с вами получилось. Теперь у нас есть два ушка. Дальше займемся хвостиком. Берем опять пряжу основного цвета, у меня это темно-коричневая. Вяжем первый ряд 6 столбиков без накидов, кольцо амигуруми.
Стягиваем кольцо так, чтобы не было отверстия. И вяжем второй ряд. 1 столбик без накида, 1 прибавка, повторить 3 раза. И последний, третий ряд, 9 столбиков без накида, без изменений. В конце делаем 1 соединительный столбик. Все, связали хвостик, обрезаем ниточку. Вот такой маленький хвостик у нас с вами получился. Теперь займемся мордочкой. Мордочка у нас с вами будет белого цвета, поэтому берем соответствующую пряжу. И вяжем первый ряд 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Стягиваем кольцо так, чтобы не было отверстия. И вяжем второй ряд 6 прибавок, то есть в каждую петлю предыдущего ряда провязываем по 2 столбика без накида. При этом хвостик от кольца амигуруми необходимо ввязать в этот ряд, чтобы он нам в дальнейшем не мешал. В конце делаем 1 соединительный столбик. Все, деталь готова. Обрезаем ниточку, оставляя хвостик для пришивания к телу игрушки. Теперь нам необходимо сразу на этой детали вышить носик и ротик, чтобы в дальнейшем нам было полегче. Вставляем черную пряжу, у меня это тоже Yarn Art Baby, в иглу и начнем вышивать. Вставляем иглу вверх детали, отступаем в бок и вводим туда иглу. Это мы вышиваем носик. Делаем несколько стежков. Вот так будет вполне достаточно. Теперь выводим иглу под носиком посередине. Опускаем нить вниз и вводим туда иглу. Теперь будем вышивать ротик. Для этого вводим иглу сбоку детали и возвращаем ее в основание вот этой ниточки. Получилась одна сторона ротика. Теперь вводим иглу с другой стороны в деталь и возвращаем ее обратно. Получилась вторая сторона ротика. Это вид с изнаночной стороны. Теперь ниточки можно обрезать и соединить друг с другом 2 узелочками. Можно опять обрезать, чтобы хвостики были совсем короткие и нам не мешались. Вот так мы оформили мордочку, вышили носик и маленький ротик. Таким образом у нас с вами связаны все детали для будущей игрушки. Есть тело с платьем,
есть два ушка, есть маленький хвостик и мордочка. Осталось сделать сборку и сшить все детали вместе. Сначала пришьем хвостик к телу. Для этого присоединим его английскими булавками под платьем посередине сзади. Хвостик я наполнителем не набиваю. В роли наполнителя у меня выступает кончик от кольца амигуруми. Вставляем нить в иглу и начнем пришивать. Для этого будем захватывать петельку тела и петельки последнего ряда хвостика. Так будем действовать по кругу до конца, пока не пришьем всю эту деталь к телу игрушки. Все, теперь английские булавки можно убирать, делать узелочек и прятать ниточку внутри игрушки. Для этого вводим иглу в основание узелка, выводим ее подальше, натягиваем нить так, чтобы узелок ушел внутрь и прячем ниточку. Обрезаем, слегка ее натянув. Вот таким образом мы пришили хвостик. Теперь займемся ушками. Присоединим ушки по бокам головы английскими булавками. Я это делаю на глаз. И начнем пришивать. Вставляем хвостик в иглу. Пришиваем так же, как и хвостик. Захватываем последнюю петельку ушка и петельку тела. Будем пришивать сначала с одной стороны, потом с другой стороны в форме буквы S. Вот мы пришили ушко с одной стороны, переходим на другую сторону. Одно ушко пришито, пока ниточку не закрепляем и не обрезаем. Сначала пришьем второе ушко точно так же. Пришили второе ушко. Английские булавки убираем. Смотрим, ровно ли мы справились с этой задачей, правильно ли. Все хорошо. Теперь можно ниточки закреплять и прятать внутри игрушки. Для этого делаем узелочек. Вводим иглу в основание узелка, выводим подальше. Натягиваем нить так, чтобы узелок ушел внутрь, и прячем ниточку. Обрезаем,
слегка ее натянув. То же самое делаем со вторым хвостиком. Ушки пришиты. Теперь оформим мордочку. Присоединим мордочку пониже глазок к телу игрушки английскими булавками. Вот так она должна располагаться. И будем пришивать. Пришиваем через край, очень аккуратно, потому что ниточка у нас белого цвета, а тело темного цвета, возникает контраст, поэтому стежки могут быть видны. В конце делаем узелочек и прячем ниточку внутри игрушки. Вот так мы пришили мордочку, очень аккуратно, чтобы по бокам не было видно стежков. На этом медвежонок-девочка готова. То же самое делаем с медвежонком-мальчиком. Вяжем для него ушки, хвостик, пришиваем эти детали к игрушке, также оформляем мордочку, вышиваем носик и ротик, и все это вместе пришиваем к голове игрушки. Мальчик готов. Если вам понравилось вязать со мной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Вяжите с удовольствием. До новых встреч!